Здравствуйте, уважаемые любители айкидо. Меня зовут Дмитрий Винник, я 6-й дан Айкикай Крак. Рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале iVid в разделе «Разбор полетов», 7-й выпуск. В этом выпуске мы с вами поговорим о действиях уки при выполнении техники Ириминаге. Именно его передвижение, их смысл и цель движения уки, которая приводит к формированию. К сожалению, при записи видео аудиодорожка была повреждена, и мне приходится восстанавливать, озвучивать собственное видео по памяти. Но ничего. Мне ассистирует в показе 5-й дан Айкидо Крак Андрей Харченко. Итак, рассмотрим общую схему движения и формы Ириминаге от атаки Шомонучи. Пожалуйста. Это одна из самых распространенных, но одновременно сложная форма движения уки, связана с атакой и работой ног в атаке. В атаке Шомонучи уки должен подтягивать заднюю ногу, иначе он не сможет дотянуться и попасть в точку прицеливания. Видите, когда он не подтягивает ногу, он не дотягивается до цели. После проведения атаки его ноги оказываются практически вместе. И при выведении из равновесия он делает шаг с ближней ноги в сторону тори. Движение уки обусловлено попыткой продолжить свою атаку ударом локтя или разворотом в сторону тори, который оказывается у него за спиной. В такой позиции при выведении из равновесия уки нет необходимости прыгать или каким-то образом корректировать свою позицию. Он опускается, сохраняя баланс. И его цель в этом — нанести атаку в опорную ногу тори. Если позиция тори неправильная и он не развернут в сторону согласованно с движением уки, то он попадает в зону атаки уки. Попытка же тори скорректировать позицию и убрать ногу из зоны атаки приводит к тому, что его голова попадает в зону атаки рукой. Это обязывает тори сохранять вертикальное положение и осуществлять контроль за счет понижения центра. При этом уки, чтобы сохранить равновесие, балансирует не опорной ногой. И если тори принимает ошибочную позицию, то уки наносит атаку в его ступню. Рука также не только исполняет роль баланса, но и контролирует зону, где может оказаться тори для нанесения атеми. Любая оплошность или нарушение позиции тори приводит к немедленной атаке со стороны уки. Теперь попробуем совместить то, что я рассказал, и посмотреть, как движение уки в атаке и техники Ириминаге содержит в себе боевые элементы атеми. Раз, удар Шомонучи. Выведение из равновесия приводит к естественному положению и движению уки. Ему не надо отдельно задумываться о нанесении ударов. Правильное положение является одновременно защитно-атакующим. Оказавшись внизу, уки также сохраняет способность атаковать, и тори должен следить за движением оппозитной ноги партнера. Как только она будет выдвинута вперед, это означает, что уки имеет возможность атаковать снизу. Ему не обязательно подниматься в стойку. Поэтому решение для тори не ожидать, когда он поднимется и получить атаку внизу, а контратаковать через шею. Это будет форма Ириминаге в нижнем уровне, гидан. Вот сколько информации происходит в эту 1 секунду, когда мы выводим уки в круг для выполнения Ириминаге. Уки до последнего сохраняет возможность атаковать. И контроль в Ириминаге над ним очень важен. Итак, сколько же все-таки атак получается у уки? Первое — удар сверху. Второе — удар локтем
в грудь, попытка удара локтем, или удар на отмашь рукой вниз. Третье. Атака кулаком в ступню при опоре и сохранении баланса. Четвертое. Удар свободной рукой в голову. Пятое. Атака снизу при повороте без попытки подъема в стойку. И шестое. Атака после подъема в стойку. Ну а теперь опять посмотрим эту форму в полном исполнении, как мы делали в начале. Вы видите, что движение пары уки-тори в этой технике Ири-Минаге обусловлено массой факторов. И все их позиции и взаимодействия не просто так происходят. Я надеюсь, что это видео будет вам полезно в ежедневной практике, и вы сможете улучшить свою технику. Большое спасибо за внимание. До свидания.